Правь, Британия, правь морями! Англичанам никогда не быть рабами! Друзья, только вдумайтесь, сегодня мы вам представляем великолепный мотоцикл Brav Superior SS80, модель образца 1922 года. Британия – это великая морская держава. Но она была великой державой не только на морях, и не только морские линкоры бороздили мировой океан, но и сухопутные дредноуты. Через 5 лет этой разработки 100 лет. Дыхание просто спирает. 100 лет, а это как будто современный мотоцикл. Этот мотоцикл стоил вообще колоссальных денег по тем временам, но в рекламе компании веско значилось: если вы хотите самый лучший мотоцикл в мире, на котором можно ездить 80 миль в час, до 60 миль в час без рук, масло не жрет, не греется, динамика, ну и вообще вы будете самым главным английским щеголем, потому что все девушки захотят за вас замуж, то вы выбираете Brav Superior SS80. В 1922 году Джордж Brav выкатил эту модель на показ уважаемой публике. Его гарантированная скорость, но Джордж Brav уже в 1922 году на знаменитой гонке легко на нем разогнался до 100 миль в час. 160 километров в час. Что можно сказать об этом мотоцикле? У него было знаменитое прозвище «Плюнь и разотри». Потому что он просто весь покрыт хромом. Это роскошный мотоцикл. Он даст фору сегодняшним дорожным круизерам. Друзья, а у нас в мотомире таких Brav Superior'ов, глядите по ссылке, аж 4 штуки во главе с Brav Superior Austin Ford. Ну крутяк! Это вершина модельного ряда компании Brav Superior как в прямом, так и в переносном смысле, потому что перед вами последний мотоцикл этой знаменитой компании, выпущенный аж в 1940 году с двигателем Matchless. Кстати, о двигателе Matchless. С середины 30-х компания Matchless стала worldwide производителем двигателей, как компания Jab и
MAG в Швейцарии. И Braf Superior не преминул воспользовать эти великолепные двигатели на своей модели SS80. Кстати, этими двигателями оснащались и другие знаменитые британские мотоциклы AGS и, собственно, Matchless. А еще там аж был целый трехколесный трицикл компании Morgan. Это последняя модель, в прямом и переносном смысле выпущенная в 1940 году. Вершина технического гения Джорджа Брафа. Почему? Да потому что с 1940 года Британской империи стали больше нужны не мотоциклы, а их знаменитые спидфайры. И завод, который выпускал эти мотоциклы, перешел на выпуск высокоточных деталей для авиационной техники. Вы все знаете, что мотоциклы Braf Superior называют Роллс-Ройсами среди мотоциклов. Интересная история. Существует байка, что в 30-х годах с заводов компании Rolls-Royce к Джорджу Брафу прибыла тайная инспекция, тайный покупатель, как бы сейчас сказали. Но когда они увидели сборочный цех Braf Superior SS80, где с белыми перчатками этих великолепных красавцев собирают настоящие английские рабочие, они вернулись и сказали своим боссам: им можно оставить эту милую шутку, невинное право называть себя Роллс-Ройсом среди мотоциклов. У них бесспорное качество. Привет, друзья! Зажжем на этом английском щеголе! Что сказать, друзья, это, конечно же, вершина технического искусства среди мотоциклов с боковыми клапанами. Огромная V-образная двойка, 1000 кубических сантиметров, по-английски скомпонованное пространство, разделенная коробка перемен передач и двигатель, великолепная трансмиссия, кастл-вилка, устойчивая на хороших и, в общем-то, на плохих дорогах, и безупречное, качественное исполнение каждой детали, каждого болта и шурупа. Именно это и называется английское настоящее качество. Именно этот мотоцикл в 30-е годы по праву завоевал вершину мирового мотоциклостроения для англичан. Но впереди была Вторая мировая война, 50-е, 60-е, но только сегодня гордость, наследие Британской империи у нас в музее. Друзья, приезжайте, прокатитесь, сейчас мы с вами вместе это сделаем, и вам большого округлого двухколесного счастья вместе с нами.